Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания винограда. Сегодня я вам покажу в ролике основные и самые главные моменты по укоренению виноградных черенков методом укоренения в воде, в баночке с водой. Способ очень простой. Ему уже очень много лет, давно его используют многие виноградари, как профессиональные виноградари, так и виноградари-любители. Этот метод очень любят из-за своей простоты. Но есть в этом методе некоторые моменты и тонкости, которые следует учитывать. Кроме этого, за многие годы использования этого метода для укоренения виноградных черенков я его немножко улучшил, выработал для себя некоторые моменты, их, конечно, проверил опытом, моменты, которые позволяют этот метод улучшить и ускорить укоренение. На дворе сейчас заканчивается декабрь. Это, конечно, не самое лучшее оптимальное время для укоренения виноградных черенков. Оптимальные сроки для начала укоренения виноградных черенков в средней полосе – это конец февраля, начиная с 25 числа. Это самое оптимальное время для начала постановки черенков винограда на укоренение. В южных регионах сроки укоренения виноградных черенков могут быть более ранними. Итак, вы видите сейчас черенок. Это двухпачковый черенок сорта Inset Seedless, бессемянный сорт, кишмиш, виноград американского происхождения. Стоит он у меня на укоренении уже порядка 2 недель в баночке с водой. Если бы сейчас была весна, начало весны, то я думаю, что корни уже бы появились. Точнее, сначала раскрылась бы почка верхняя, потом появились бы корни. Но в эти сроки, в ранние такие сроки, процесс немного замедляется. Чтобы укоренение было успешным, я вам советую обязательно использовать такой термометр аквариумный. Температура укоренения виноградных черенков в нижних их части, то есть температура воды, должна быть примерно около 25 градусов. Поэтому для контроля рекомендую пользоваться термометром. Уровень воды в баночке с водой, вот смотрите, у меня здесь есть даже вот такая вот, я очертил мерная черточка, примерно около 2 сантиметров. То есть не полную, не половину баночки наливаем, а примерно должна быть воды около 2 сантиметров. Также обратите внимание, что верхняя часть черенка у меня вот таким образом закрыта с помощью вот такого. Это обычная упаковочная стрейч-пленка, просто отрезан вот такой небольшой кусочек размером примерно 3 сантиметра. Заматывается верхняя часть черенка, упаковывается для того, чтобы уменьшить количество испаряемой влаги из среза черенка. Это делается для того, чтобы сохранить силы черенка и ускорить его укоренение, а также прорастание, раскрытие почки. Почка, как вы видите, вот сейчас поближе вам покажу, уже немножко набухла, то есть есть признаки того, что почка жива, процесс идет. И, соответственно, вот нижняя часть корешка сейчас, нижнюю часть черенка вам показываю. Здесь уже в некоторых местах потрескалась кора. Это говорит о том, что, в принципе, процесс идет в нужном направлении. И надеюсь, что скоро на данном черенке раскроется почка, глазок и появятся корни. 1 раз в день рекомендую вам опрыскивать верхнюю часть черенка в районе глазка обычной водой. Это нужно для того, чтобы в условиях квартиры, в условиях сейчас малой влажности в помещении создавать дополнительную влажность в области черенка. Это способствует его быстрейшему укоренению и, самое главное, раскрытию почки. Это нужно для того, чтобы почка не засохла. Очень важное мероприятие. В воду для опрыскивания можно добавлять небольшое количество перекиси водорода. Обычная аптечная перекись водорода 3%. На литр
воды примерно нужна столовая ложка перекиси. Это хороший стимулятор. Также это еще антисептик, чтобы не появлялась плесень. Поэтому рекомендую вам в воду добавлять перекись водорода. Также очень полезно периодически раз в неделю добавлять в воду в баночке также несколько капель перекиси водорода. Это нужно для того, чтобы вода дольше не портилась. Хотя я все-таки рекомендую ее регулярно менять, хотя бы один раз в 3-4 дня менять воду. Если вода быстро испаряется и если вы ее часто доливаете, то тогда, конечно, можно воду менять реже, примерно один раз в неделю. Полностью заменяем воду в баночке. Также рекомендую в воду добавлять небольшое количество активированного угля. Он у меня вот в таком виде, смотрите, тут гранулы такие. Можно просто купить в аптеке обычные таблетки, активированный уголь, и добавлять его в баночку с водой. Но я вот беру вот такое небольшое количество и просто добавляю в воду. Уголь способствует быстрейшему укоренению виноградных черенков. Также он в первую очередь нужен для того, чтобы вода не портилась, не появлялась плесень на черенке. А такое часто происходит при укоренении вот таким способом. Кроме этого, активированный уголь хорошо стимулирует виноградные черенки к укоренению. Я заметил это опытным путем. Вот такой вот комплектик рекомендую вам иметь. Перекись водорода и активированный уголь. Для укоренения виноградных черенков, как я говорил в начале ролика, очень важна температура. Она должна быть примерно плюс 25 градусов. До того момента, как раскроется почка, эту баночку с водой вы можете держать в таких условиях, где будет недостаток света. Но как только раскроется глазок, почка, то тогда нужно выставлять эту баночку либо поближе к естественному свету на подоконник, но при этом подоконник должен быть, естественно, теплый, чтобы не было сквозняков, либо искусственно досвечивать черенок в течение 12 часов с помощью специальных фитоламп, либо обычных диодных ламп, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Надеюсь, что данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом укоренения черенков, какими способами вы укореняете, потому что есть способы не только укоренения на воде, но и другие, о которых я также рассказывал. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!